Меня зовут Катя Соколова, и в этом видео я научу тебя делать самый простой элемент – рогатка. Она состоит из 4 элементов. Самый низ, потом подготовка, сама рогатка и усложнение. Давай начинать. Итак, первый подготовительный элемент – это рогатка с пола. Нам нужно взяться руками, чуть согнутыми руками, потому что если будете выпрямлять руки, будет очень тяжело тянуться. Так что мы сгибаем руки под удобство и тянем прямо их на себя. Ноги же мы отрываем от пола и стараемся таз подтянуть ближе к пилону. И мы прям давим руками в пилон. Сюда и обратно. Тихо-тихо, спокойно отпускаемся. Сюда, хоп. И еще разок. Вот мы взялись одной рукой под подмышку, второй сверху. Ноги подтянули к себе ближе и развели. Подтянули прям. И лопатки свели вместе. Спустились. Хорошо. Следующий подготовительный элемент – это будет мини-рогатка, то есть поднимание ног к себе. Мы одну руку берем под подмышку, вторую кладем над, который стоит под подмышкой. Логично, да? И подтягиваем как можно сильнее ноги к себе. И спускаем. Таких мы будем делать упражнения для того, чтобы подкачать ноги. Вот. Ни в коем случае не делайте вот так. Это будет грубая ошибка. И еще одна ошибка, сразу же покажу. Это делать на прямых руках. Вот сюда вот. Это будет вот такие. Это будет неправильно. Ну и заключительная третья ошибка. Она вот вообще во всех элементах будет важная. То, что вы будете как слонята вот так вот. Вот вы поднялись и такие. Я спрыгну и побежал. Вот. Сейчас еще покажу с другого ракурса, чтобы было нагляднее. Вот. Итак, так как я делаю на правую сторону, у меня левая рука снизу, правая наверху. Мы ни в коем случае не беремся выше, чтобы не получилось как раз на согнутом руке. Нам нужно руку держать прям под острым углом, потому что если она будет под прямым, будет тяжело. И аккуратно, плавно поднимаем ноги. И также плавно опускаем. Хорошо. Третий элемент – это уже начинается прям полноценная рогатка. Сначала я вам это покажу, а потом расскажу. Причем покажу я вам с разных ракурсов, чтобы было понятнее. Вот так выглядит правильная рогатка. Сначала я расскажу вам, как делать правильно, а потом расскажу ошибки, которые очень часто допускаются. Итак, правильное действие. Как с пола мы делаем, руки берем острым углом, под острым углом, вторую чуть выше, более прямым углом. Поднимаем ноги к себе и выпрямляем их, руки выпрямляем тоже. А поясницу никогда не губим, а наоборот ее выпрямить как можно сильнее. Обратно сходим аккуратно, медленно. Хоп. Молодцы. А теперь ошибки. Итак, у нас их довольно-таки много. Начнем с самой-самой банальной. Это, например, с того, что мы такие взялись за пилон, такие, сейчас как я сделаю, сейчас как сделаю, и такой, раз, такой, хопа. И знаете, в чем заключается эта ошибка? В том, что когда вы подниметесь наверх, у вас размах никакого не будет, и вы такие, такие, будете пытаться, и никак не будет у вас получаться. Из-за того, что вы пытаетесь сделать сильный мах. Ну, или вторая же такая похожая ошибка, она заключается в том, что вы пытаетесь, как бы сказать, закарабкаться на пилон с помощью ног. Вот, вы взялись, допустим, да, потом ноги раскрыли, а потом такие, хоп, и не очень плавно спрыгнули, короче. Следующая ошибка в том, что начинашки начинают браться там высоко-высоко от себя руки и пытаются дотянуться или вообще, в общем-то, не выпрямлять руки сразу же. Это будет тяжело и неудобно, и неправильно.
Это выглядит вот так, и вам таз вытянуть неудобно. И руки начинают ехать вниз, чтобы вам помочь. Но это неправильно. Нам нужно, если вы уже взялись высоко, то нам нужно подтянуться. Потянуться наверх, и тогда уже выходить в рогатку. Я говорила уже о следующей ошибке. Это горб в спине. Горб вам мешает. И будет с ним вообще некрасиво, неудобно и неправильно. Вот так нельзя делать. Иначе, понимаете, да? Те, у кого нет растяжки, так не сделают. Они будут делать вот так. И это некрасиво, и это будет вот так вот. Вы будете ехать, 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 и, не дай бог, упадете. Ну и, конечно же, самая банальная ошибка – это просто сгинать ноги и не выпрямлять стопы. Или косить их в сторону. Но это уже зависит от растяжки, и нужно со временем это просто вырабатывать. То есть как бы просто понимаете, что вот это будет некрасиво смотреться, и вот это тоже не будет, и вот это тоже. Вот такое какое-нибудь. Так что мы выпрямляем стопы и поясницу. И аккуратно сходим. Ну и последняя ошибка – это в том, что мы как слонята такие скадыщ в пол. То есть я сейчас покажу наглядно, как это выглядит. И такие. Если вы будете делать это сверху, вы просто понимаете, что у вас ноги не останутся в живых. Так что мы аккуратно спускаем их, прижимаем их к себе, а потом медленно спускаем. И последний, четвертый вид, самый сложный, когда вы уже научились делать рогатку, это гусеничка, косичка. Всех по-разному называется, так что я не знаю, как называть, но я буду косичка. Мы беремся так же, как на рогатку, делаем рогатку и делаем вис на дальней ноге. Рогатка. Вис на дальней. Подтягиваем сначала ту, которая верхняя, потом ту, которая нижняя. Подтягиваемся к себе, обязательно это. Делаем следующую рогатку. Следующая вис. Это я проскользила, чтобы меня было видно. В общем, делаем вот это, которая верхняя, потом, которая нижняя. И медленно также спускаемся. Раз, сюда. На этом было все. Если тебе понравилось это видео, ставь лайк, подписывайся на мой канал, оставь любой комментарий. Удачного тебе дня и пока-пока.